Всем привет! Мы просто так не могли взять и уехать из Хуахина, не показав вам вечерние рынки. Ну что, поехали! Мы приехали на первое место, это Тамарин Маркет. И сейчас посмотрим, что там. Чем отличается этот рыночек, чем он особенный, тем, что тут живая музыка, видите? Она начинается ровно в 6 часов. Если вы взяли какую-нибудь еду себе, то можно вот сесть и послушать. Можно увидеть, насколько много людей. Вот прям все столики заняты. Причем столиков, ну, так прилично, наверное, раза в 3 больше, чем на Jomtien Night Market, где, помните, мы снимали и показывали, что просто невозможно занять, а тут их больше, и они все заняты. Ну ладно, быстренько пробежимся, что тут есть. Обязательно, конечно же, что-то из одежды, обязательно вино можно попробовать, продегустировать. Видите, даже показано, из какого винограда было приготовлено это вино. Еще мне нравится такое мороженое тем, что они вот таких вот специальных тук-туках, и оно нереально вкусное. Там прям такие вкусы, которые, ну вот, не знаю, в Питере я не пробовал. Ну, еще какие-то вкусности. На самом деле рыночек тут большой. Мы небольшой его обзорчик тут сделаем сейчас, потому что впереди нас ждет еще один большой рынок, где уже мы чуть более детально остановимся. Ну и, конечно же, тут готовится что-то очень вкусное. Саудикап. Запах просто нереальный. Ух ты, ну и, конечно же, морепродукты. Обязательно, конечно же, гребешки и улитки. Посмотрите, какие разные сорта. Кальмары, креветки. Обязательно, конечно же, мидии. Обожаю мидии. И прям сразу же тут все готовится. Запах стоит просто нереальный, Маш. Ты, наверное, уже слюной подавилась. На самом деле мы есть-то особо и не хотели, но как только почувствовали эти запахи, особенно морепродуктов с их специями, сразу захотелось есть, причем все подряд. Ну вот, смотрите, Паттай Майя Порн. У тайцев принято, если какая-то точка, где они прям вот там вот готовят, они называют в честь себя. Мы на Паттайе показывали там Мистер Бумбл, а тут Майя Порн. Ну вот, можно увидеть, какие ингредиенты там и сколько он стоит. Ну и, конечно же, готовка происходит просто нереально вкусно. Это вот такое вот блюдо. Я сначала подумал, это паттай, но это не паттай. Это что-то вроде такого омлета с мидиями. На самом деле очень вкусно, очень жарено, но при этом стоит попробовать. Это тоже такое традиционное тайское блюдо, которое можно увидеть практически во всех рынках. Тут запах просто какой-то невероятный. Вот посмотрите, как это все жарит в огромном количестве масла. Еще добавляют туда немножечко муки, но, по-моему, тут именно не добавляют. И получается, знаете, такой больше даже не омлет, а как пирог с мидиями. Очень атмосферное место, приятно находиться, живая музыка. И сегодня воскресенье, может быть, поэтому так много именно тайцев. И не знаю, тут каждый день так или нет, но сегодня прям такой настоящий аншлаг. Ух ты! Получается, папайя-салат. Это вот самое такое фирменное блюдо в Тае. И тут, видите, небольшая очередь. Конечно же, креветки приготовленные. Смотрите, какие огроменные просто. Можно увидеть такое блюдо. Кукуруза на гриле. И, конечно же, бананы на гриле. Очень необычно. Ну вот еще можно увидеть жареного кальмара на гриле. Видите, как он выглядит. Можно купить как шашлычок небольшой. Также и в таких вот тарелочках. Обязательно кебаб на всех рынках. Прям свежие морепродукты. Видите, везде обязательно есть лед, чтобы не испортилось. Это очень удобно. Смотрите, а здесь есть вот такой вот омлет, только он уже идет не из мидий, а из устриц. И это тоже, кстати, очень вкусно.
Ну и обязательно, конечно же, ротти, банана, кейки, бананы с шоколадом. Это очень вкусно. Если вы не пробовали, то это стоит попробовать. В Таиланде это, наверное, одно из самых моих любимых десертов. Это очень вкусно. Ну и вот Маша что-то решила взять, попробовать. Что-то наверняка очень вкусное. Это жареная икра кальмара. Запах тут просто невероятный. Он очень-очень вкусный. Это такой чистый белок и, конечно, он обжаренный на масле. И это, конечно, тоже обязательно стоит попробовать. Смотрите, тут можно купить такой шашлычок. Это сосиска, обернутая в ветчину. Также есть со свининой и с курицей. Запах нереальный. Это очень вкусно, потому что тут в прослойке есть овощи на гриле, а также ананас. Это прям очень вкусно. Я попробовала, на самом деле пробую первый раз. Уже давно проходила мимо этой икры. И каждый раз не успевала ее взять, потому что куда-то в другое место шли, уже что-то другое покупали. Очень-очень вкусная, она такая максимально мягкая, похожа, собственно, на самого кальмара, но намного мягче. И не такой рыбный прям привкус, он такой больше чем-то на курицу похож даже. Я попробовал Машино блюдо. По вкусу вот икра корюшки или как корюшка, вот один в один. Что-то прям супер такого выдающегося нет. У меня ностальгия сразу появилась по Питеру. Когда появляется корюшка в магазине, вот прям один в один. А сейчас буду есть свой вкусный шашлычок. Ух ты, смотрите, какая огроменная печь, как такая русская прям кормилица, которая у бабушек была, вот прям очень похожа. Смотрите, и там готовится пицца. Там, по-моему, сейчас 3 пиццы. Удивительно такое в Таиланде увидеть. Смотрите, какой интересный прилавок. Вот такие вкусности в виде такой собачки вместе с нутеллой. Таиланд не перестает удивлять, конечно, в плане еды. И вот то самое, то, что пробовали еще, помню, на крабе, это смесь, это пиццы и суши. Не знаю, как по-другому объяснить. Это очень необычное такое блюдо. Если вы не пробовали, то это прям нереально вкусно. Ну, конечно же, манго-смузи, куда без него, сардикат. В плане людей, конечно, Jam10 Night Market очень сильно отдыхает. Ух ты, вот эти вот сосиски баварские, они нереально вкусные. Смотрите, как интересно готовят. Огнем получается. Очень необычно. Тут тоже прям такое ощущение, везде готовят только таким образом. И еще хотел рассказать вот про такое блюдо. Это очень вкусно. То есть вам дают арбузик, его режут половину, и там все перемешивают миксером, добавляя там, кое-какие вкусности. Конечно же, различные такие вот шашлычки с соей, с мясом, и так далее. Смотрите, можно такие вот сувенирчики купить. Это вот символ этого рынка, как раз гитара. И такие магнитики на холодильник. Это даже сумки в виде гитары. Прям необычно. Вот сырные шарики. Это очень вкусно. Попробуйте обязательно. Такие как медузы, как будто бы парят наверху. На самом деле глаза тут просто разбегаются. Хочется попробовать абсолютно все. Все зовут, и запахи. Вот просто с каждого прилавка какие-то запахи новые, какие-то старые, и все это перемешивается. Вроде как уже поел, вроде как наелся, да, но очередной какой-то запах, и снова хочется что-то поесть. Это, конечно, удивительно. Ну и, конечно же, манго стики райс. Куда без него, но на самом деле не на каждом рынке он будет. Hello. Это тоже очень вкусно. Я вот его люблю с самого утра есть. Это вот прям идеально. Ну и, конечно же, жуки, опарыши. Это привлекает всегда туристов. Что еще хотел показать, то что на этом рынке уже нету нигде абсолютно надписи на русском языке. Английский, тайский и все. Паттайя кончилась. Тут уже нужно читать по-английски. Или по-тайски, кто умеет. Нас развлекает вокальный, инструментальный ансамбль. Обзор этого рынка Tamarind Market заканчивается. Мы идем в следующий рынок, который находится буквально тут в 100 метрах. А люди, как видите, только-только сюда прибывают. Очень популярное место, и плюс сегодня воскресенье. Этот рынок очень такой атмосферный, с огромным количеством абсолютно разнообразной еды на любой вкус. Я вам крайне рекомендую сюда обязательно зайти. Как мне показалось, цены чуть-чуть повыше, чем в обычном рыночке. Но единственный момент это, что место тут найти, конечно, крайне сложно, поэтому нужно охотиться за ним обязательно и стоять рядом, чтобы никто не увел.
Я уже собрался, всю технику сложил, думаю, сейчас предстоит идти. Но нет, смотрите, от одного рынка до второго отделяет буквально метров, наверное, 15-20. Тут уже нас встречают специальными какими-то флайерами, которые, наверное, thank you, которые нам дают. Наверное, тут какая-то реклама, ну да. Тут уже можно увидеть шляпы. Сейчас Маша будет, конечно же, мерить. Мне. Тут различная такая одежда, все для дома. Видите, для любителей собачек, кошечек это вот прям идеально. Это такие подушечки. Ух ты, смотрите, их тут просто нереально много. Я сначала подумал, тут собачки сидят, а тут прям это все такие специальные подушки. А также велосипеды. Смотрите, какое интересное соседство, подушки, а потом сразу идут велосипеды. Ну, это для BMX, скейта и так далее. Такой Пукавей шоп. Интересное название. И еще велосипеды. Теперь я начинаю понимать, почему напротив этого рынка, ну, там буквально где-то в 20 метрах, было велокафе. Потому что тут очень много веломагазинов. Ну и смотрите, такая авторская выставка. Тут так очень атмосферно, можно посидеть в тишине, кофе попить или чай. А тут какая-то галерея. Мне вот именно это место так немного напоминает Чангмай. Там вот очень все симпатично, красиво и тихо. Видите, можно зайти тут, посидеть, просматривать. Галерея. Тут уже можно посмотреть различные картины тайской культуры. Ну и вот мы приближаемся к Цикада Маркет. Это, можно сказать, это головной маркет в Хуахине, насколько я понял. Если кто-то специалист по Хуахину, то поправьте меня. С этой вывеской обычно тут все фотографируются. На входе катают вату для детей. Смотрите, как красиво заходишь, и тут прям красивейший бассейн. И заходишь по такой дорожке. Невероятно красиво, постарались. Мне вот нравится, когда такие места, они не только, знаете, просто вот где-то на щебенке, какие-то палатки расстелили, все, это у нас будет маркет, всех сюда согнали. А тут прям симпатично, красиво. В этом плане очень напоминает Чангмай, но со своим шармом. Хуахин в этом плане не сравнится ни с чем. Смотрите, какие красивые картины. Маша говорит, что это похоже на White Temple. Вот мы были рядом с Чанграем. И тут тоже красивейшие, конечно, картины. Очень необычно оформлены. Видите, они прям из такого материала толщиной 1,5-2 сантиметра. Прям как будто попали в какой-то Эрмитаж или Третьяковскую галерею. Хотя пришел просто на вечерний рынок. Можно познакомиться с тайским таким искусством. Чем интересен и примечателен этот рынок, что здесь в основном все изделия ручной работы. То есть здесь такое авторское и все, и необычное. И вы можете здесь купить что-то, чего нет больше абсолютно нигде, в единственном экземпляре. А вот можно увидеть прилавок, где по фотографии сделают такую вот статуэтку. Это прям удивительно, я вот еще нигде не видел. Классно. Да и прям здесь на рынке, видите, рисует море. Очень красивая техника, когда дальний фон, он такой достаточно размытый, а передний, он с помощью кисточек такой детализированный, прям очень фактурно получается. Огромное количество картин, мы уже прям все при все показывать не будем. Очень такое атмосферное, спокойное место. И, конечно же, тут тоже есть живая музыка. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Ух ты. Да, ну и, конечно, я увлекся красотой, но вот цена на шейк тут уже составляет 95 бат. Ну, к примеру, в Паттайе, да, мы за 25 бат показывали. Тут прям похоже, как такой авторский вечер. Видите, все сидят. Артист общается со зрителями. Смотрите, тут даже есть блошиный рынок. Мы как будто бы вернулись на блошиный рынок на Уделке. Такие старинные вещи с Таиланда. Ну, вот это, в принципе, как и в Питере мы смотрели. Такие по 50, по 100 рублей можно купить. А вот такие ножи, конечно, уже в Питере и не купишь, наверное. Вот такой вот нож стоит 1900 бат. Смотрите, как виртуозно управляется бармен. Оп.
Смотрите, можно даже купить такие вот пистолеты. Но, насколько я знаю, в Таиланде не только можно деревянные пистолеты купить, можно и настоящие. И, насколько я знаю, очень даже легко это сделать, но мы проверять не будем. Мы прям каждый прилавок показывать вам не будем, потому что на это уйдет, наверное, часа полтора. Настолько огромный рынок. Но просто вот так вот пройду, вам покажу. Тут можно и всякие драгоценности купить, всякие поделки. Очень много вещей именно ручной работы. Это очень ценится, видите. Тут еще очень вкусные запахи. Тайцы очень любят различные аромапродукты. Вот я очень часто наблюдал, как они ходят, что-то там нюхают, какая-то коробочка, какая-то там специальная у них мазь или еще что-то. То есть они очень зависят от запаха. Ну вот, видите, еще по левую сторону можно туда пойти. Там еще можно одежду посмотреть, можно сделать фотографии. А также попкорн, видите, такой очень атмосферно, красиво. И если вы пришли с детьми, то, конечно же, их тут можно занять. Смотрите, тут какое-то представление. Но мы идем дальше. И с того места, где были всякие поделки ручной работы, мы наконец-таки добрались до места, где можно поесть. Столики, где кушают. Вот начинается основная такая, можно сказать, аллея фудкорта. Тут уже запахи вот вовсю. Ну вот можно заметить, рыбка крутится на гриле. Ох, запах. Ну еще морепродукты. Мидии 125 бат. Да, гребешки. И я обещаю, что на Пхукете я все-таки наконец-таки попробую вот эти хулиты. Конечно же, кот тут ходит на местном рынке, потому что тут очень много еды. Вот еще омлет из мидий готовится. Готовится прям нереально вкусно. Ну и тут можно заметить уже корейскую еду. Видите, корейское барбекю, мясо барбекю с салатом. Смотрите, даже ребрышки жарят. Очень вкусно выглядит. О, не даже... О, thank you. Сейчас попробую. Смотрите, дали бесплатно. Очень и очень вкусно, я вам скажу. Как всегда, эффект сладкий и вот такое вот пряное мясо. Но это какой-то необычный прям эффект, мне понравился. На этом рынке тоже вы не увидите уже русских названий. Вам уже никто не будет зазывать по-русски и говорить «Привет, давай за 100 бат». Тут, видите, все на английском. И с вами будут говорить только на английском. Ну, как английский? Я его называю тайский английский. Это когда в одном времени, только в настоящем вы общаетесь. В принципе, за несколько зимовок вы можете легко это выучить. Смотрите, тут тоже готовят пад-тай, только цены уже чуть-чуть отличаются от предыдущего рынка. Ну и смотрите, получается, по левую руку у нас арт-галерея. Прямо пройти, там всякие поделки ручной работы и не только. А по центру получается такой вот рынок, где запахи просто, конечно, сводят с ума. Происходит готовка, но все вокруг стоят и кашляют, потому что очень остро. Потому что это готовится тайская еда. Ой, не могу. Все прям кашляют. Но это еще ладно. Другое дело, когда ты едешь на байке и приезжаешь мимо какого-то рынка, и у тебя попадает в нос этот запах. Ты едешь, кашляешь, чихаешь, и нужно еще управлять байком. Я так понимаю, это живой человек. Очень необычно. Сначала думал, это скульптура, но я боюсь подходить. В общем, если вы хотите провести выходной день прям с чувством и с толком, просветиться, посмотреть на какие-то галереи, может быть, купить какие-то ручные поделки и покушать очень вкусное какое-то мясо или еще что-то, то этот рынок очень даже удивляет. После всех рынков, которые мы проехали, в принципе, они все очень однотипны, но этот рынок имеет какой-то свой особый шарм. Он, наверное, сравнится с какими-то вечерними, субботними, воскресными рынками Чангмая, но все равно он имеет свой шарм, он более такой просторный, более удобный и, наверное, более красивый. Ну и вы нас спрашиваете про стоимость массажа в Хуахине, вот, ну, в среднем 250 бат, в принципе, как и с Вадикап.
как по всему Таиланду. Ну вот, 250 бат. И мы добрались до еще одного торгового центра. Он называется Market Village Hua Hin. Мимо него просто невозможно проехать. Можно увидеть, что тут тоже такой фудкорт перед входом в торговый центр. Живая музыка. Практически все столы заняты. Такое ощущение, прямо весь город поделен на такие кусочки, где можно посидеть, покушать, послушать бесплатно живую музыку. Такое прям ощущение праздника создается. Ну и в Хуахине мы пользовались транспортом, конечно же, не таким, а как и в Паттайе, Болт. Очень удобно, 3-4 километра проезжаешь за 80 бат. Ну, мы просто вот отдали уже байк, поэтому этот день передвигаемся на такси, и это очень удобно и дешево. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!